Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня я предлагаю вам сделать уникальнейшую маску для омоложения дряблой, увядающей кожи. В составе сегодняшней маски находятся те компоненты, которые, я уверена, у вас есть в доме. Это овсяные хлопья, это сода и еще несколько компонентов, которые также добавят эффективность сегодняшней маски. Маска подходит для всех типов кожи. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Для достижения наилучшего эффекта наносите все домашние маски по кожным массажным линиям. Также эту маску можно нанести на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Не забывайте все домашние маски также наносить и на кожу рук. Омолаживающее воздействие сегодняшней маски вы заметите сразу. Маска с тройным эффектом. Маска хорошо очищает кожу, смывая также те загрязнения, которые накопила кожа в течение дня. Также мягко шлифует, выравнивает поверхность кожи, дополнительно очищает кожу и питает. Также эта маска обладает и очень активным увлажняющим воздействием. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите пищевую соду. Сода – это наилучший очищающий компонент, который вы можете использовать для приготовления домашних масок. Сода хорошо смягчает кожу, убирает верхний ороговевший слой клеток, осветляет, в момент смывания дает шлифующее воздействие. Нужно взять 1 чайную ложку пищевой соды. Соду возьмите без горки. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобятся овсяные хлопья. Овсяные хлопья обладают большим количеством питательных компонентов. Также в момент смывания дают легкий скрабирующий мягкий эффект. Дополнительно убирают неровности кожи и хорошо смягчают и питают кожу. Возьмите также 1 чайную ложку овсяных хлопьев. Овсяные хлопья возьмите также без горки. И следующий компонент для этой маски нам понадобится желатин. Желатин – это природный коллаген, который уплотняет кожу, делает ее упругой, эластичной, также убирает дряблость, дополнительно в момент подсыхания подтягивает кожу и дает лифтинг-эффект. Возьмите 1 чайную ложку желатина. Кстати, желатин можно использовать обычный для приготовления желе и суфле. Для удобства приготовления домашних масок используйте мелкий желатин. Если у вас желатин крупный и сухой, то перемелите его в кофемолке, и это облегчит процесс приготовления домашней маски. Также добавьте в сегодняшний состав. Затем смешайте все сухие ингредиенты. Для быстрого приготовления домашней маски вы также можете сделать эту заготовку. Хранить ее можно при комнатной температуре и по мере необходимости использовать для приготовления домашней маски. Также вы можете эту заготовку брать с собой в различные поездки. И если у вас нет времени для тщательного приготовления домашней маски, вы можете использовать этот сухой состав, просто смешав обычной кипяченой водой. А мы продолжаем процесс приготовления этой маски. Для сегодняшней маски нам понадобится сок алоэ. Можно использовать готовый сок алоэ или алоэ вера. Также хорошо подойдет для сегодняшней маски и растение, которое, возможно, у вас есть на подоконнике. Срежьте лист, уберите толстую кожицу и используйте мякоть для приготовления сегодняшней маски. Также для сегодняшней маски хорошо подойдет и гель алоэ или алоэ вера. Если вы используете гелевую основу, то разведите гель кипяченой водой так, чтобы получилась жидкая консистенция. Я для сегодняшней маски использую уже готовый сок алоэ, 95% алоэ вера. Нужно взять 3 чайные ложки сока алоэ. Сок алоэ вы можете заменить соком огурца или соком капусты. Эти компоненты также хорошо будут увлажнять кожу. Затем тщательно смешайте все ингредиенты. Моя сегодняшняя маска будет иметь слегка желтоватый оттенок, потому что я использовала желатин с лимонной добавкой. Вы также можете использовать любой желатин с различными добавками. Смотрите на консистенцию маски. Маска должна иметь приятную консистенцию. Если ваша маска получится
получается густоватое, то добавьте еще небольшое количество жидкого ингредиента. Количество жидкости зависит от степени влажности и твердости желатина. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится глицерин. Глицерин – это маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость со слегка сладковатым вкусом, не имеющая запаха. Аптечный глицерин отлично удерживает влагу в эпидермисе кожи, предотвращая ее обезвоженность. Для сегодняшней маски нам понадобится 10 капель глицерина. Также тщательно смешайте все компоненты до получения однородной консистенции. И следующий ингредиент для этой маски нам понадобится пенная консистенция. Нужно использовать либо пенку для умывания, либо пенку для бритья. Также в домашних условиях вы можете самостоятельно приготовить мыльный ингредиент. Возьмите небольшое количество мыла. Лучше всего возьмите детское мыло, оливковое или глицериновое. Натрите на очень мелкой терке, залейте сверху водой, подержите на водяной бане, постоянно размешивая до получения однородной консистенции, и используйте мыльный компонент для сегодняшней маски. Если вы используете пенку для умывания, либо пенку для бритья, то возьмите 1 чайную ложку. Если вы используете пенный состав самостоятельно приготовленный, то также возьмите 1 чайную ложку сверху и также тщательно смешайте все компоненты. Так, чтобы получилась однородная консистенция, приятная в процессе нанесения. Пенный состав будет в момент подсыхания давать очень активный подтягивающий эффект, и эта маска дополнительно будет также очищать кожу и подготавливать кожу к нанесению ночного питательного крема. Тщательно смешайте все компоненты. Маска имеет очень приятную консистенцию. Для улучшения эффекта этой маски нанесите ее на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы также можете найти на моем канале. Нанести маску нужно одним толстым слоем. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажными руками и смойте водой комнатной температуры. В момент смывания вспеньте маску и сделайте легкий, очищающий кожу массаж. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.